Осень – прекрасное время проводить больше времени на природе. И сегодня мы совместим с вами прогулку по прекрасным ландшафтам с одним удивительным немецким городком. Этот уютный средневековый городок идеально подходит для осеннего путешествия. Он раскинулся в живописной долине, среди холмов и лесов, и, несмотря на прохладное время года, украшен цветами, как будто кто-то заботливо расставил их для кадра в туристическом журнале. Маншау действительно дышит историей. Первые упоминания о нем под названием Мус-Люси относятся к XII веку, когда поселение принадлежало герцогам Лимбурга. Позже город менял свое имя, в том числе на французское Монжуа, и лишь в 1918 году, став частью Пруссии, получил свое современное название Моншау. Удивительно, но город практически не пострадал во время Второй мировой, поэтому сегодня у нас есть редкая возможность пройтись по настоящим мощеным улочкам, увидеть оригинальные фахверковые дома, которые выглядят как сказочные пряничные домики, особенно на фоне золотой осени и живописной природы. Ведь именно осень – лучшее время, чтобы соединить историю и природу в одном путешествии. Давайте с вами вместе поднимемся к замку Маншау, откуда открывается потрясающий вид на город. И именно оттуда лучше всего понять, насколько живописное и атмосферное место мы попали. Замок за века действительно пережил многое. Был неприступной крепостью, приютом для больных лепрой, учебным центром, складом, частной собственностью, разрушался и восстанавливался. Под названием Castrum in Mudgeorge замок на холме впервые зафиксирован в документе 1217 года кёльнским архиепископом. А сегодня здесь часто звучит музыка. Замок стал сценой для концертов и фестивалей под открытым небом. История продолжается. Каждый раз все яснее понимаю. Осень – идеальное время для таких мест, когда воздух становится прозрачным, листья шуршат под ногами, а тишина словно обнажает суть. Здесь когда-то кипела жизнь, звучали голоса и вершились судьбы, а теперь покой и безмолвие. Но именно в этом молчании история словно оживает. Без туристической суеты чувствуешь ее почти физически. В камне, в ветре, в каждом силуэте стены. И эти моменты бесценны. Они не про фотографию, не про маршрут. Они про ощущение, которое остается внутри. Добро пожаловать в исторический центр Маншау, который почти не изменился за 300 лет.
Его узкие улочки и фахверковые пряничные домики привлекают сюда многочисленных туристов. Мне кажется, это один из красивейших и уютнейших городков Германии. Городок с населением чуть больше 12 тысяч человек известен своими народными промыслами, производством керамики, стеклоделием, вышивкой. Исторически город был знаменит своим суконным производством, однако сейчас эта отрасль исчезла. Здесь вы найдете очень много различных товаров, созданных прямо в этом месте, с местным колоритом и вниманием к деталям. Готовьтесь провести здесь не один час. Все хочется рассмотреть, потрогать, изучить. В каждой вещи частичка этой земли, и пройти мимо, думаю, не получится. Удивляться здесь перестанешь только для того, чтобы снова удивиться. Зашли просто на кофе, а оказались будто в музее. Тут даже кофе обрабатывают сами, от зерна до чашки. Могли бы рискнуть и взять кофейное пиво, но выбрали классику. Эспрессо с пралинами собственного производства. И знаете, это было идеально. Здесь, конечно, не только товары местного производства, но иногда попадаются вещи, которые по-настоящему удивляют. Вот, например, как вам мыло из верблюжьего молока? Или вот название магазина «Жировые отложения на боках». Выставка песчаных фигур – это по-настоящему что-то нереальное. Гигантские скульптуры, созданные из 1000 тонн песка руками 20 мастеров. И все это просто поражает воображение. Билет стоит 6 евро для взрослых, 3,50 для детей до 10 лет. Малыши до 2 лет проходят бесплатно. Лично я никогда ничего подобного не видела. Эта выставка не просто впечатляет масштабом, она действительно пробуждает интерес к истории и культуре Европы. Настоящее искусство, говорящее языком песка. Если вам тоже захотелось срочно в Маншау, ставьте лайк. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели ли вы попробовать мыло из верблюжьего молока или все же кофе с пралиной. И не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, пусть он звенит, как колокола старинных улочек Маншау, чтобы вы не пропустили следующие путешествия. Будем рады любой обратной связи, и вы очень поможете нам в развитии канала.
Сзади меня находится одно историческое здание. Оно называется Красный дом. Безусловно, Роте Хаус – визитная карточка Маншау и настоящий портал в прошлое. Этот элегантный особняк в барочном стиле был построен в XVIII веке для богатого текстильного промышленника Иоганна Генриха Шиблера. Не зря дом называют красным, ведь его фасад из красного песчаника невозможно не заметить среди уютных домиков Маншау. Внутри музей с роскошными интерьерами, резными лестницами, антикварной мебелью и уникальными обоями ручной работы. Здесь можно почувствовать атмосферу жизни зажиточной семьи того времени и заглянуть в эпоху, когда Маншау процветал благодаря текстильному производству. Ферформинг – скульптура, глядя на которую хочется спросить: ну кто ж тебя так согнул? На самом деле, вот что делает с телом попытка съесть весь штрудель города за один день. А если серьезно, это современное искусство, символизирующее движение, трансформацию и, возможно, слегка боль в спине. Но зато отлично фоткается. В самом центре Маншау находится фонтан с 3 бронзовыми фигурами, рассказывающими историю, благодаря которой город обрел славу. Это процесс изготовления и окрашивания сукна. Когда-то эта ремесленная традиция кормила целый регион, но со временем производство закрыли. Оно слишком сильно загрязняло реку, а фонтан остался как напоминание о прошлом, как часть истории, которую здесь берегут. Еще одним напоминанием о временах, когда деньги делали из сукна, является эта скульптура странствующего купца. Купцы здесь крутились не хуже бизнесменов. Вот один из них и стоит теперь тут, только в бронзе. Удивительно, как в таком небольшом городке уместилось столько достопримечательностей. Кажется, что одного дня просто не хватит, чтобы все обойти и рассмотреть. Очень удобно, что рядом с историческими местами можно отсканировать QR-код и сразу узнать больше об интересных фактах. Так что гид всегда под рукой. А еще удивительно, что вроде бы это Германия, и в воскресенье обычно магазины закрыты, а тут полный простор и шопинг кипит. Такое впечатление, что Маншау живет по каким-то своим особым правилам. Мы пришли в кафешку, заказали себе кофе, немножко подкрепиться. Самое интересное тут, посмотрите, даже сладости, сахар с названием. Хочется отдельно отметить, этот город настоящий рай для тех, кто ценит детали. В Маншау даже у десертов своя легенда. Прежде чем мы продолжим наше увлекательное путешествие, если вам нравится это видео, обязательно поделитесь им с друзьями. О таких удивительных местах стоит рассказывать. Вдруг именно вы вдохновите кого-то на новую поездку. Мы также успели заглянуть в бесплатный музей, пройти мимо старинного ЗАГСа и здания суда, но, конечно, не смогли устоять перед желанием прогуляться по живописным окрестностям. Природа вокруг Маншау не менее впечатляющая, чем сам город. Кстати, если вы приедете на собственной машине, парковка на сутки здесь стоит 7 евро. Так давайте немного прогуляемся по окрестностям, а в город мы вернемся ближе к вечеру, когда огоньки в окнах зажгутся и Маншау снова станет похож на рождественскую открытку.
Маншау – это точка на карте. Однако сложно приехать и сохранить увиденное только в кадре. Такие места остаются в сердце. Приезжайте и не пожалеете.